Всем большой и спортивный привет! Сегодня продолжим рассуждать о новинке фирмы «Звезда» – танки Т-62 в 35-м масштабе. Но для полного интереса еще подключу две модели этой машины фирм Tamiya и китайский трубач. Ветеранам везде у нас дорога, поэтому начну с японской фирмы Tamiya. Цена набора 1281 рубль. Год выпуска 1979. Внутри коробки пластиковые детали, сетка, резиновые втулки, декаль, виниловые траки, ну и, конечно же, инструкция. Ванна корпуса танка выполнена в одну деталь. Внутри ее имеется разъем для батареек. Да-да, для батареек. Tamiya это раньше очень любила и практиковала, так что удивляться не стоит. Башня не имеет какой-нибудь выраженной фактуры, девственно чистая. Но не забывайте год выпуска, да и цена в 1300 рублей, ну совсем не завышена. Верхняя часть корпуса. Все детали, которые можно было отлить в одну деталь, отлиты в одну деталь. Даже лопата на корпусе уже присутствует изначально. Качество литья поражает. Все четко и ровно. Пластик тяжелый. Вес у модели получится приличный. Мне лично это нравится. А если еще и металлические траки повесить, то вообще пару тонн будет весить. Набор содержит минимальное количество деталей. Собирать особо нечего. Но зато можно спокойно поклеить и сделать упор на покраску модели. Неплохо сделано бревнышко с хорошей фактурой дерева. Ствол выполнен из двух половин. Здесь, конечно, есть о чем задуматься. О чем? Это о замене его на металл. Литник с катками. Есть одна фигура танкиста. Вы будете смеяться, конечно, но литники-то и закончились. Траки винил. Две ленты. Я считаю, что это несерьезно. Ну, опять же, 1300 рубликов всего. Резиновые втулки. Есть сетка для решеток. Но она прям такая брутальная. Прям дубовая. Лист с декалями. У Tamiya они всегда высокого качества. Инструкцию вы спокойно можете почитать перед сном на японском языке. А можете и на английском. Инструкция на твердую троечку. Возраст. Схема окраски, к сожалению, черно-белая, но разобраться можно. С Tamiya по-быстренькому разобрался, и дальше будет наш китайский партнер. Набор номер 2. Фирма из Поднебесной. Trumpeter. Цена модели 2440 рублей. Год выпуска 2009. На 30 лет моложе Tamiya. Ну, давайте посмотрим, что они нам предложили. В коробке. Пакеты с пластиком. Траки наборные. Металлический ствол. Декаль.
металлический трос, фототравление и инструкция. И цветная схема окраски. Фаны корпуса, так же как у Tamiya, в одну деталь, но детализация в данном наборе гораздо более высокая. Есть информация по количеству деталей, их больше 510 штук. Большую часть этой цифры съедают наборные траки, но все равно деталей много, и на сборку нужно будет потратить большее количество времени, чем у японцев. Башня перед вами. Здесь уже просматривается фактура. Есть небольшой облой. Не на всех деталях, но на некоторых есть. Следы толкателей находятся в правильных местах. Китайская фирма отличается высоким качеством выпускаемой продукции. Бывают проблемы с матчастью, но по сборке в основном сложностей не возникает. Верхняя часть корпуса, которую нужно будет собрать изначально. Ствол выполнен из 3 частей, но есть и металлический в комплекте. Прям дилемма. Так какой поставить? Очень сложный вопрос. Интерьер танка отсутствует, а вот деталей экстерьера достаточное количество. Два литника с катками и ходовой частью. Бандажи вынесены отдельно. Аж 7 литников с наборными траками. Четыре самые, как я думаю, волшебные детали, которые вынесены на отдельную рамку. Также маленький литник со звездами. Литник с пулеметом. У меня с кривым дулом. Но надеюсь, что это исключение. А вот и бандажи на катки. Пластик уже черный. Но покрасить все равно нужно. И здесь это удобно сделать. Даже маски не нужны. Литник с прозрачными деталями. Металлический ствол. Не шикарный, конечно. Но неплох, собака. Неплох. Плата фототравления. В основном решетки. Что они есть, это просто волшебство. Трос. Металлический. Лист с декалями. Инструкция. Содержимое набора. Ну и, конечно же, сборка. Шаги сборки очень подробные. Все прозрачно и понятно. Ну и цветная схема окраски модели и нанесение декалей. И теперь переходим к самому молодому представителю. Российская фирма «Звезда». Цена модели 2190 рублей. Год выпуска 2021. Внутри коробки пластиковые детали,
декаль, инструкция и цветная схема окраски модели. Совсем недавно я делал большой обзор этой модели. Кто не смотрел, посмотрите. Ссылка будет в комментариях к видео. А сейчас бегло. Деталей в наборе 344. Фактически их примерно столько же, как и у китайца, так как траки здесь полунаборные. Ванна корпуса спроектирована и отлита в разобранном виде, как в принципе и все в этой модели. Иногда даже слишком чересчур. Мне совершенно не понравились решетки. Их нужно по-хорошему менять на травленые. Башня танка гладкая, хотя и имеет все-таки какую-то фактурность. И очень похожа на прототипную. Скатка разделена аж на 4 части. Как и маска орудия. Ствол располовинен. Скажу сразу, по сборке модель просто великолепна, отзывы отличные. Есть нелогичное разделение деталей, это да. Тросы даны в пластике. Два одинаковых литника с катками. Бандаж отлит в одну деталь с катком. Готовьте маски, ну или линейки. Траки полунаборные, пластиковые. Лучше, чем винил однозначно, но хуже, чем наборные. Имеются и прозрачные детали. Декаль, большой лист, большая часть которых не пригодится для этой модели. Черно-белая инструкция с содержимым набора и сборкой. Здесь у звезды все традиционно, ничего нового, просто нормальная инструкция. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Вариант окраски только один. Ну и по данному набору все. И больше на моей памяти в 35 масштабе Т-62 никто пока не выпустил. Ну и из этих трех моделей есть что выбрать. Это решать уже вам. Еще будет заключительный ролик по Т-62, где я покажу громадное количество дополнений к нему. И не рендеры какие-нибудь, а живые допы. И также в этом ролике я разыграю коробку с моделью и траками, которые обещал в обзоре на модель от звезды. А на этом все. Приобрести все и вся вы можете на нашем сайте it-modelist.ru. Спасибо вам огромное за внимание. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.